Если вы так же, как и я, недавно приехали в Канаду, то наверняка столкнулись с той же проблемой при открытии счета TFSA, а именно с тем, что лимитов там для нас недостаточно. Но даже если вы достаточно давно проживаете в Канаде и уже наверняка успели поднакопить больше, чем позволенный вам Contribution Room, то для вас это видео тоже будет полезно, потому что только представьте, вот копили, накопили 300, 400, 500 тысяч, а на TFSA можете внести только 100 тысяч. В общем, это видео будет посвящено тому, как легальными законными способами увеличить свой Contribution Room на TFSA. Так что не забудьте подписаться, и мы начинаем. А начнем мы с того, что такое, собственно, TFSA. TFSA – это Tax Free Savings Account, но более корректно было бы, наверное, его назвать Tax Free Investing Account. Почему? Потому что этот счет создан для того, чтобы мы там инвестировали и могли не платить с этого налоги. Но если вы, так же как и я, приехали в 2022 году, то на сегодняшний день внести на свой счет TFSA вы можете приблизительно 26 500 канадских долларов. Точно свою сумму вы можете проверить и увидеть на сайте CRA, там эта цифра будет четко абсолютно написана. И из особенностей этого счета, что если вы в предыдущие годы его не использовали, ничего туда не вносили, то в этом году вы как раз можете внести полную сумму. В следующем году вам добавят еще каких-то 6 или 7 тысяч того самого лимита, то есть ваш лимит увеличится и внести вы сможете больше. Но есть такая маленькая особенность, что если вы деньги на счет завели и решили в том же году их оттуда вывести, то, к сожалению, в случае полного использования лимита в этом году это сделать нельзя. Ну, точнее, вы можете физически это сделать, но вам, скорее всего, прилетит какой-нибудь штраф, и достаточно дорогой штраф. Поэтому при открытии TFSA очень важно следить за Contribution Room. Что такое Contribution Room? Объясню сейчас на своем примере, на конкретных цифрах. Я могу внести на счет TFSA 26 500. И тут у меня для вас сразу две новости. Одна хорошая, вторая не очень. Хорошая состоит в том, что не обязательно вносить это все на один счет у одного брокера. Если вам нравятся условия по USD у одного брокера, а по кадикам у другого брокера, то вы вполне себе можете чувствовать себя абсолютно нормально и открыть счет у брокера, например, Interactive Brokers, и туда покупать акции в USD, и в то же время вы можете открыть счет, например, у Wealthsimple, и там покупать акции в кадах. Ну, я во всяком случае так делаю, вам так делать не обязательно. Но лично я считаю этот вариант достаточно выгодным. Если у меня на сегодняшний день лимит 26 500, то что я сделала? Я 10 тысяч канадских долларов отправила работать в Interactive Brokers. 7500 я отправила на Wealthsimple. Таким образом, на сегодняшний день из своего всего Contribution Room я использовала 17 500 канадских долларов. То есть у меня есть еще некоторый запас. Но, предположим, вы внесли все деньги, распихали по разным TFSA аккаунтам. В таком варианте больше денег в этом году внести на TFSA вы не можете, даже если вы оттуда деньги достанете. Когда же вы их можете туда вернуть? Ну, в следующем году. Если вы внесли 26 500 и в этом же году достали со счета 26 500, то в следующем году вы можете на счет снова положить 26 500 плюс тот новый Contribution Room, который будет доступен в 2026 году. Математика здесь какая? Вы можете внести на счет весь свой неиспользованный Contribution Room плюс те деньги, которые добавило правительство в новом году, плюс те деньги, которые вы достали со счета.
Вот здесь как раз и лежит та самая фишечка этого счета. Если ваши акции, либо ETF достаточно хорошо выросли, вы зафиксировали их, предположим, в конце года, то на конкретных цифрах внесли 26 500, достали, например, 30 тысяч. То есть вы их вытянули с этого счета. Значит, в следующем году вы можете внести сумму неиспользованного Contribution Room. Дальше сюда добавляем ту сумму, которую добавляет правительство. Это, предположительно, 7 тысяч. И дальше мы еще добавляем сумму тех денег, которые мы достали со счета. И вот такими простыми манипуляциями и абсолютно законными мы увеличили наш годовой лимит на TFSA с 33,5 тысяч до 37 тысяч. Насколько же реально до этих цифр доползти, чтобы их вывести все-таки со счета? Скажу я вам, абсолютно реально, потому что я свой TFSA аккаунт завела в июне месяце, и на сегодняшний день у меня уже и в кадах, и в USD около 20% плюс, а год еще не закончился. Если вдруг вы сейчас сидите и задаетесь вопросом, а как же этого добиться, то я вам очень рекомендую пройти обучающие курсы, потому что без обучения сами чудеса не случаются. И с этой целью я решила проапгрейдить курс «Инвестор» до более продвинутого уровня. И в новом курсе «Инвестор плюс оценка акций» мы сконцентрируемся непосредственно на оценке отдельных акций и чтении финансовой отчетности. Если вы уже успели купить курс «Инвестор», то под этим видео я оставлю email, на который вы можете написать. Туда присылаете чек по оплате и вам дают доступ к новому, более продвинутому курсу. Курс «Инвестор» хуже от этого не становится, там точно так же вы получаете методы оценки акций, но там мы меньше углубляемся, так сказать, в эту тему, но более подробно мы акции будем разбирать как раз в курсе «Инвестор плюс оценка акций». И там я вам дам в том числе основы технического анализа. Это как раз будет очень полезно для тех инвесторов, которые пытаются разобраться с тем, что же видеть нужно на графиках, как их понимать, но при этом не хотят заниматься этим как-то профессионально. Но базовые навыки технического анализа вы получите. То есть это такой микс фундаментального анализа плюс технического анализа, но как раз все то, что нужно для инвестора. Если вы хотите все-таки более углубленно разбираться в трейдинге, то для этого есть курс «Профессия трейдер». Но мы сейчас пытаемся разобраться с нашим TFSA, а TFSA создан для инвестиций, поэтому курс «Инвестор плюс» вам почти наверняка подойдет. И пока я его еще допиливаю, на этот курс продвинутый будет стоять скидочка. Сейчас он будет продаваться по цене $400. После того, как я его закончу, все там красоту наведу, цена будет $550. Так что, кому интересно, можете успеть запрыгнуть туда сейчас. Если у вас еще остались вопросы по TFSA аккаунту, оставляйте под этим видео. Если вопросы будут повторяться, то я сниму для вас видео с ответами на вопросы. В будущем мы также разберем RRSP аккаунт и интересности, которые я там нашла, так что не забудьте поставить колокольчик. Желаю вам зеленых портфелей. Пока-пока.